8 утра. Гренада ждет нас. Все готовы? Почти. Нормальное было место здесь. Гренада там, но если можно севернее, то это хорошо. Вполне шустренько бежим, 6-7 узлов. Общее расстояние перехода это где-то 420 миль, и это по прямой. А не факт, что будет по прямой. Плюс против ветра. Я вот думаю, дня 4 полных. То есть подгадать так, чтобы, скажем, в четверг в 8 утра быть в Сан-Жорж-де-Гренада. Это было бы здорово. Плюс я теперь умный стал. Плюс я теперь стал более мудрым. И на ночь яхту мы скоро избавим, чтобы было комфортно, без крена, без ударов по волне. Команда выспится, я тоже. Мне кажется, море поуспокоилось немножко. Семь узлов даже. Красота. Ну, а еще у меня будет время поотвечать на все ваши вопросы. Вы давно просили сделать какой-то Q&A. Мне кажется, пришло время. Тем более, такое разное событие. У меня 2200 подписчиков. Это круто. Никогда не думал, что то, что я начал снимать для, в общем-то, 2-3 человек, включая себя, одного из них, обретет такую популярность. Остров Сен-Крой. 12 миль до него. Сен-Крой уже далеко позади. Хорошо. Все, Костина вахта. Я даже поспал часик. Я тоже. Команда сила, правильно? Завтра это волнение все стихнет, и мы будем рыбу ловить. Закаты в море — это одно из самых красивых явлений, которые можно там наблюдать. Закат и расцвет. На ужин был салатик, который Маша с любовью приготовила еще вчера. Второй PhD было в кулинарии, правильно я помню? Финальный кадр на сегодня.
Разогнался кораблик. 8,2, 8,5. Мы сегодня уже прошли почти 100 миль. 90. Хмурое утро следующего дня. Ух. У Маши и у Кости их первая ночная вахта была сегодня. Костя мрачен. Ночная вахта, говорю, была первая у вас. Поздравляю. Спасибо. А также это у них первый настоящий океанский офшорный переход. До этого были только чартеры, да? То есть дальше 10 миль от берега, 20 не отходили никогда. 20-30 максимум. Ну, один из часто задаваемых вопросов это почему, скажем, монохол, а не катамаран? И на этот вопрос ответить крайне просто, на самом деле, потому что для меня и яхта это как бы это инструмент, а не цель. То есть цель это, в общем-то, быть в море, наслаждаться природой, достичь гармонии. Ну а инструменты и то, и другое по-своему имеют свои преимущества и недостатки. Это каждому свое. Вот мне кажется, для соло сейлера, для одного человека на борту катамаран как-то уж совсем подозрительно. Поллодки, которой вы не будете пользоваться, да, я думаю, и управлять с классическим парусом, наверное, все-таки чуть-чуть более сложно, чем кнопочки на Эмеле. Ну, то есть путешествие из Пуэрто-Рико или даже из Сен-Джона на куда-либо без Карибских островов, оно примерно вот такое будет. 2-3 дня вверх-вниз. Живые, это хорошо. Мало чего поменялось, кроме скорости. Это очень любопытно, что многих смущает американский флаг на моем корабле. Да все очень просто, но я лет 28 как гражданин Америки, естественно, с каким бы мне еще флагом-то ходить. А других смущает наоборот. Вот, да, флаг нормально, а говорит человек на русском языке. А что делать? Родной язык? Хочу говорить на том языке, на каком мне нравится. Могу и на английском, могу на итальянском. Могу еще немножко на плохом испанском. Себе. Себе? Да. Пару слов буквально. Я не знаю. Как ты попала в яхтинг? С чего началось? С чего началось? С Кости. С Кости, да? Началось все с Кости. А Мне чья была очень идея хотелось. первая? А? Чья была идея? Да. Так. Была идея. Что сподвигло? Захотелось просто? Трудно сказать. Не знаю. Где был первый чартер? Карибы. Карибы. Чартер первый? Карибы. А у нас почти все чартеры в Карибах. А как он Все тебя ши- уговорил на это дело? Не знаю, трудно сказать. Уговорил. Умеет. Я Умеет свою уговаривать. супругу При том, долго что- достаточно уговаривал. При том, что меня качает. Ну, понятно. Тут выяснился весьма деликатный момент. Даже на расстоянии 40 миль от острова ветровая тень. Где-то вот до сюда прям. И здесь, и здесь, и здесь. 12 ветер. Соответственно, стаксель убран, геновый стоит. Таки ветер.
216 миль. То есть мы же из Синей Гваделупы вышли. Доминики тень гораздо меньше, Мартиник меньше. И сразу вот мы Санта-Лючия, Сент-Винсент, Гренада. Меня спрашивают, что самое сложное в яхтинге. Для меня самое сложное — это страховка на яхту. Это поиск этой страховки. Их нет. Иметь вот то, что называется Blue Water Insurance, с возможностью ходить где угодно и куда угодно и когда угодно, таких не существует. Или она стоит каких-то безумных денег. Поэтому всегда какие-то компромиссы. Вот, например, моя текущая страховка не покрывает возможность зайти в американские воды прибрежные. То есть там во Флориду не попасть, в Мэриленд, в Анаполис не попасть. Да, можно там в USVI, Пуэрто-Рико, но не Мейнленд. Хочу попробовать перейти на другую страховку. Там свои заморочки. Нельзя там дальше, чем, условно говоря, 250 миль от берега отплывать. Ой. Так что страховка, еще раз страховка. Ну, наконец-то стало очень даже хорошо. Вот что делает смена курса на 30 градусов правее, на 20. Вниз по ветру. 210 миль. При удачном стечении обстоятельств завтра поздно вечером мы на месте. Курс Гринбридж и дела пошли гораздо веселее. 8,6, 8,8. Да, я с огромным удовольствием смотрю другие YouTube-каналы про сейлинг. Мне, конечно, в первую очередь интересует соло-сейлинг. Наверное, мой самый любимый — это Sailing with Thomas. Я, кстати, линки тоже там в description помещу. Вот вообще супер. Я много нового для себя почерпнул. И смотреть, в принципе, интересно. И у джентльмена 55 футов в Баварии большая лодка. То есть, как управлять одному большой лодкой, всегда полезно знать. Второй мне очень нравится канал Adventures of an Old Sea Dog. Более пожилой джентльмен на стальной яхте вокруг света. Вау. Это долгое путешествие у него длится, но смотрю с большим удовольствием. Сейлинг Тритея. Джентльмена зовут Джеймс. Это тоже долгое путешествие из Калифорнии через весь так Тихий океан. И его приключения по Френч Полинезии и все эти острова в Тихом океане. Я с большим удовольствием смотрю. Другие — это кто там? Сэм Холмс сейлинг на лодке Pickled Herring. Я его, кстати, один раз встретил на Багамах. Всю ночь ехали. Мне кажется, мы еще пожалеем, что мы их взяли. Уже сейчас и солнечные панели закажем. Ну, ладно, что ж теперь. Вы пишите, что бы вы хотели услышать. Я единственное, что мне бы не очень хотелось снимать какой-то быт, что там человек делает ежедневно, кому это интересно. И что там на берегу, всякие вот эти достопримечательности. Есть каналы
про путешествия. Там все это снято профессионально, красиво и бесподобно. Лично мне нравится снимать море. Моя вахта. Рано утром. Я неожиданно поймался на мысли, что я очень соскучился по долгим переходам. Ну так вот, что несколько дней. Это же кайф. Было в Виссоне. Мы снегуем на расстоянии чуть меньше мили. Это скорость 8,2. И течение сносит нас. Сейчас 15 градусов, а вот это все, это течение было. 2 узла почти. Костя, как истинный ученый, он пребывает в медитации постоянно. Ну, а по поводу выбора самой лодки, тут тоже все, в общем-то, просто. У меня это вторая яхта. Первая была до 2017 года, Beneteau 41.1. 6 лет я с ней прекрасно провел время. У меня там, если в канале начать смотреть сильно раньше, отмотать года на 4-5 назад, вы там найдете прикольные видео. Особенно знаменит был наш переход на Бермудские острова. На 3-м году владения этой яхты это было отчаянное путешествие такое. Вот, но по поводу Амель могу сказать примерно следующее, что вот выбирать и смотреть, мне нужен киль полный, или мне нужен киль такой-то, или мне нужен киль убирающийся, мне нужна одна мачта, мне нужно 2 мачты. И там нужно то или это не совсем корректный подход. Для меня было все гораздо проще. Я искал корабль, я искал яхту, которая, прежде всего, хорошо спроектирована, потом хорошо построена, качественно. А самое главное, построена компанией, которая знает и любит то, что она делает. Поддержка техническая важна в этом вопросе как никогда. Особенно если яхта новая и яхта дорогая. И в итоге для меня свелось это, наверное, Ойстер мне нравился 495, но его приходилось бы еще ждать года 2. И, конечно, салон там, наверное, лучший в своем классе, если даже не вообще во всех лодках. Но хотелось все-таки иметь возможность управлять кораблем одному и делать это легко и комфортно, соответственно, Амель 50. Вот что не так в этой картине? В этой картине не так все. Вот эта цифра TWA, она совершенно случайна. Как следствие, точно так же становится случайным и apparent. И, собственно, после этого и скорость ветра меняется. Сломался наш прибор. Сейчас она вернулась, в принципе, к тому значению, которое истинное. Да, apparent у нас сейчас 19 скорость, true 15. И сейчас опять начнет циферка меняться в случайном направлении и вернется, может даже стать 180.
во время самого перехода, да и вообще на корабле не то чтобы совсем делать-то нечего, дел-то очень много. Ну, кроме обслуживания лодки, понятное дело. Я, во-первых, еще работаю, как это не печально звучит. Благодаря интернету все можно делать удаленно, все e-mail, письма, митинги. Но мое главное хобби — это книги. Обожаю читать. Еще больше обожаю аудиокнижки. Блин, это даже не описать словами. Я прослушал даже много классики, и американской, и Моби Дик, например. Мне очень понравилось. Обожаю книжки про всякие морские путешествия. Недавно последняя книга была... Я, кстати, слушаю все на английском языке. Книжка называлась Madhouse at the End of the World. Сумасшедший дом на краю света. Это одна из первых экспедиций к Антарктике. Корабль Белджика и капитан де Жарлаж. Бельгийцы в 1870 каком-то году, лет 15 после того, как они получили независимость от Нидерландов, решили, так сказать, попробовать расширить свои зоны навигации и дойти до Антарктики. Удивительная книга. Написано хорошо. Читается, слушается, не оторваться. Это только одна из многих. Финальные 7 миль. Ну, как раз не спеша, чтобы Марина открылась. Вот она, тут. Марина, порт Сан-Луи, Гренада, столица Гренады, Сент-Джорджес. А мне нравится здесь. Все, команда меня покинула. Поскольку мы задержались на пару дней, соответственно, у них и вылет обратно в Канаду. Ну, это было прекрасное путешествие. Как я соскучился по таким переходам. Очень-очень nice. На этом все. До следующего перехода. До следующего раза. Всем привет.